День независимости по-трамповски, с размахом и рекордами. В Нью-Йорке прошел парад кораблей, в Вашингтоне масштабное авиашоу, а в Филадельфии заложили капсулу для потомков с Кока-Колой и Айфоном. С 250-летием американцев поздравили король Чарльз, написав письмо, а Владимир Зеленский и Владимир Путин позвонили лично Трампу. В Стамбуле прошли переговоры президента Турции и премьер-министра Пакистана, а Дмитрий Медведев сравнил Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы с ядерным оружием. Папа Римский Лев XIV совершил поездку на итальянский остров Лампедуза, главные морские ворота миграции из Северной Африки в Европу. Тейлор Свифт и звезда НФЛ Трэвис Келси официально стали мужем и женой. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Вице-президент США Джей Ди Венс 4 июля открыл общенациональные торжества по случаю 250-летия Соединенных Штатов, выступив с речью на борту американского военного корабля в гавани Нью-Йорка. Сегодня мы отмечаем 250 лет Америки, которая смело смотрит в будущее. Мы отмечаем 250 лет, доказывая, чего может достичь свободный народ по воле нашего всемогущего Создателя. Наша история — это история людей, которые создали великую цивилизацию на дикой земле. Отвергните взгляд на свою страну, который видит лишь ее грехи, но не замечает ее милости и величия. Все, чего мы достигли, все, что мы сделали как страна, мы сделали вместе. Не как граждане, разделенные друг с другом, а как единый народ, работающий ради общего будущего. У каждого из нас есть свое место. Каждый из нас сыграл свою роль в создании 250-летней истории Великой Америки. И каждому из нас предстоит сыграть свою роль в создании следующих 250 лет американского величия. Поэтому я хочу сказать всем своим согражданам: я горжусь вами. С днем рождения! С днем рождения нашу великую страну! Сегодня, друзья, мы празднуем, а завтра снова возвращаемся к работе. Да благословит вас Бог. Спасибо, что вы здесь. В акватории Нью-Йорка прошел один из самых зрелищных эпизодов празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов. В гавань вошли десятки парусников и военных кораблей из разных стран мира. Морской парад Сейлфорд 250 объединил исторические парусные суда, а также более 50 американских и иностранных военных кораблей. По традиции их встретили пожарные катера Нью-Йорка, устроив церемонию с водными арками. Над гаванью состоялось авиашоу. Военные самолеты пролетели над статуей Свободы и небоскребами Манхэттена, оставляя в небе дымовые следы цветов американского флага. Подобные масштабные морские праздники Нью-Йорк уже принимал во время 200-летия независимости США в 1976 году, столетие статуи Свободы в 1986 и празднование 500-летия путешествия Христофора Колумба в 1992 году. Праздничную программу к 250-летию независимости США в Вашингтоне открыли масштабные авиационные пролеты. Над Национальной аллеей прошли самолеты НАСА и авиация береговой охраны США, выполняющая поисково-спасательные и другие специальные задачи. Первыми над столицей появились истребители НАСА F-5 и самолеты так называемого воздушного обзора флота. Затем в небо поднялись вертолеты и самолеты береговой охраны. Эти полеты стали частью серии демонстрационных пролетов, организованных в честь юбилея американской независимости. Накануне один из пилотов истребителя F-22 опубликовал кадры из кабины во время пролета над Вашингтоном. Такие полеты проходят в преддверии главных торжеств 4 июля, которые завершатся обращением Дональда Трампа и праздничным фейерверком. Воздушную часть праздничной программы продолжили показательные прыжки военных парашютных команд. Над Национальной аллеей десантировались военнослужащие армейской группы Golden Knights и команды ВМС Leapfrogs, спускаясь с американскими флагами под шлейфами цветного дыма. Во время показательных прыжков также был развернут флаг POW/MIA, символ памяти американских военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Парашютные выступления стали одним из центральных эпизодов дневной программы празднования 250-летия независимости США. А на земле внимание привлекло шествие участников ультраправой организации Patriot Front. Сотни людей в одинаковой одежде прошли по улицам Вашингтона с флагами и символикой движения. По данным Reuters, представителей организации также заметили в столичном метро. Patriot Front, основанная в 2017 году, известна проведением заранее организованных массовых акций и относится к числу американских ультраправых националистических группировок. В день 250-летия независимости США в
в Филадельфии заложили капсулу времени, которую планируют открыть лишь через 250 лет, в 2276 году, во время празднования 500-летия страны. В нее поместили предметы, которые по замыслу организаторов отражают жизнь, культуру и технологические достижения современной Америки. Среди экспонатов iPhone, бутылка Coca-Cola, кристалл новогоднего шара с Таймс-сквер, квантовый чип, трехмерная модель руки Авраама Линкольна, алмаз, найденный в Арканзасе, миниатюрная монета с полным текстом Конституции и Декларации независимости США, карманное издание Конституции с подписями действующих судей Верховного суда, а также памятные предметы Национальной футбольной лиги. По словам организаторов, капсула станет посланием будущим поколениям и символом связи между прошлым, настоящим и будущим страны. Сегодняшняя церемония — это акт оптимизма. Это послание от одного поколения американцев тем, кто будет жить через 250 лет. Послание о том, что мы верим, наша страна сохранится. Но это также подарок всем нам. Этот подарок предназначен не только для американцев, которые откроют капсулу времени через 250 лет. Это подарок нашим детям, детям наших детей и следующим поколениям. Это возможность задуматься о том, кто мы есть и кем хотим быть. Такой шанс выпадает раз в поколение. Напомнить молодежи, почему важно объединяться и отмечать все лучшее, что есть в нас. Выступая по всей стране, я часто говорю о сегодняшних 8-летних детях. Подумайте, где вы были в 1976 году? Те, кто постарше, наверняка помнят. Я, например, помню Ивил Книвил, помню Фаррah Фоссет, помню, как Рокки Бальбоа поднимался по ступеням в своих красно-белых шортах. Это был символ. Сегодня мы создаем американское воспоминание. Ребенку, которому сейчас 8 лет, будет 58, когда Соединенные Штаты отметят 300-летие, 300-летний юбилей. Именно ради детей мы и делаем эту работу. Король Великобритании Чарльз III поздравил Соединенные Штаты с 250-летием независимости, направив послание президенту Дональду Трампу и американскому народу. В обращении он назвал отношения Лондона и Вашингтона примером необыкновенной эволюции от противостояния в XVIII веке до одного из самых тесных союзов современности. По словам британского монарха, страны объединяют сотрудничество в сфере безопасности, торговли, науки, культуры и общие демократические ценности. Мы с супругой рады направить вам и народу Соединенных Штатов Америки самые теплые поздравления по случаю 250-й годовщины независимости вашей страны. Для нас было большой гордостью и честью отметить эту особую годовщину во время нашего визита в Соединенные Штаты в апреле. История отношений между нашими двумя странами — это история необыкновенной эволюции, от преодоления конфликта до создания одного из самых тесных и наиболее плодотворных союзов, которые когда-либо видел мир. В сфере обороны и безопасности, торговли и инвестиций, науки, исследований, образования, культуры и искусства связи между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами являются уникальными и всеобъемлющими. Вместе мы сталкиваемся с вызовами сегодняшнего дня и возможностями завтрашнего. Как я сказал в своем обращении к совместному заседанию обеих палат Конгресса, наши общие корни уходят глубоко в историю и по-прежнему имеют огромное значение. Я убежден, что связь между нашими народами со временем будет только крепнуть. В этот знаменательный день мы с супругой направляем вам и народу Соединенных Штатов Америки самые теплые пожелания сегодня и на многие годы вперед. В Берлине Бранденбургские ворота подсветили в цветах американского флага в честь 250-летия принятия Декларации независимости США. Световая инсталляция была открыта от заката до полуночи и привлекла множество жителей и туристов. Власти немецкой столицы заявили, что таким образом выражают уважение исторической роли Соединенных Штатов в сохранении свободы Берлина. В совместном заявлении также отмечается, что основы современного государственного устройства Германии во многом опираются на принципы американской конституции, а партнерство двух стран остается основанным на защите свободы и демократии. В цвета американского флага был подсвечен и монумент «Родина-мать» в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, стороны обсудили ситуацию на фронте, дипломатические усилия и договорились продолжить переговоры на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. Я поздравил президента Дональда Трампа и всех американцев с Днем независимости. У нас состоялся очень хороший телефонный разговор. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю помощь, которую получили, от джавелинов и патриотов до политической поддержки, и высоко ценим то, что Америка остается рядом с нами в защите нашей независимости.
Я благодарен каждому американцу, которому не безразлично будущее Украины, Европы и всего мира, где свобода имеет значение. Разумеется, президент Трамп и я также обсудили текущую ситуацию на линии фронта и наши дипломатические усилия. Существует реальная перспектива положить конец этой войне, и решимость Америки имеет решающее значение. Мы договорились продолжить эти обсуждения во время саммита НАТО в Анкаре. Спасибо, Соединенные Штаты. Спасибо, господин президент. С Днем независимости. Желаю американцам дальнейшего процветания и всяческих успехов. О телефонном разговоре сообщили также в Кремле. Владимир Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США, после чего обсудили ситуацию вокруг Украины и перспективы урегулирования конфликта. Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны. Сегодня, конечно, Америка широко празднует День независимости. Все это проходит пышно и масштабно, как это умеет организовывать Дональд Трамп. И наш президент, конечно, обратил на это внимание. Кстати, этот разговор продолжался почти 1,5 часа, если точно 1 час 25 минут. Президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. В Стамбуле прошла акция протеста против НАТО накануне саммита Альянса, который на следующей неделе примет Анкара. По данным Reuters, в районе Ускюдер собрались более 100 человек. Участники скандировали лозунги против НАТО, США и Израиля, а также держали плакаты с критикой президента США Дональда Трампа. Протестующие заявили, что выступают против проведения саммита НАТО в Турции, обвиняя Альянс в поддержке военных конфликтов и вмешательстве в дела других стран. Один из участников акции назвал НАТО инструментом империализма и заявил, что организация, по его мнению, не защищает права и справедливость. Как ожидается, на саммите в Анкаре лидеры стран НАТО, включая президента США Дональда Трампа, подтвердят приверженность принципу коллективной обороны, закрепленному в 5-й статье Североатлантического договора. Проект итоговой декларации ранее был согласован послами стран Альянса и оказался в распоряжении журналистов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф провели переговоры в Стамбуле. По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать политическое и экономическое сотрудничество между двумя странами. На совместной пресс-конференции Эрдоган заявил, что приветствует подписание Исламабадского меморандума о взаимопонимании между США и Ираном и поблагодарил пакистанское руководство за участие в переговорном процессе. Весь мир вздохнул с облегчением благодаря спокойствию, которое принесло Исламабадское соглашение. Публикации в международной прессе последних дней показывают, насколько сложным был переговорный процесс. Я еще раз поздравляю моего дорогого брата, премьер-министра Шарифа, и наших пакистанских братьев с огромными усилиями, благодаря которым удалось достичь этого результата. Мы внимательно следим за провокациями израильского руководства, направленными на подрыв достигнутого соглашения. Убийственная сионистская верхушка, которая связывает свое политическое выживание с продолжением конфликтов в регионе, не оставляет в покое Ливан и Сирию. Израильские оккупационные силы также продолжают свои бесчеловечные и противозаконные атаки против жителей Газы. В свою очередь Шариф поблагодарил Турцию за поддержку мирных усилий Пакистана в регионе. Он также отметил, что экономическое партнерство между Анкарой и Исламабадом вступает в новый этап развития и открывает дополнительные возможности для двустороннего сотрудничества. Оптимизм, стремление к инновациям и предпринимательский дух, которые я увидел сегодня,
лишь укрепили мою уверенность в том, что экономическое партнерство между Пакистаном и Турцией вступает в новый этап и открывает новую главу под умелым руководством президента Эрдогана. Я выражаю глубокую и искреннюю признательность Турции за ее твердую и неизменную поддержку мирных усилий Пакистана в регионе, которые, хвала Всевышнему, завершились подписанием Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Будущее отношений между Пакистаном и Турцией выглядит исключительно многообещающим. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что способность Ирана блокировать Ормузский пролив по своему влиянию сопоставима с ядерным оружием, а также назвал Баб-эль-Мандебский пролив потенциальным термоядерным оружием, предупредив о риске полной остановки поставок нефти и грузоперевозок в случае военного конфликта. Эти заявления прозвучали на фоне продолжающегося сближения Москвы и Тегерана, а также обсуждений будущего режима судоходства в Ормузском проливе после недавнего кризиса в регионе. Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, и Омана с другой стороны, и, значит, того, как осуществляется проход через этот пролив. Но перекрыв движение, Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, и теперь вокруг этого и идут разговоры и достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать. Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты. Надеюсь, что до этого не дойдет, но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе, помнить об этом должны. В Тюрингии проходит федеральный съезд партии «Альтернатива для Германии». Событие, которое сопровождается одной из крупнейших политических акций протеста в стране за последние месяцы. По данным полиции, в Эрфурт прибыли около 15 тысяч демонстрантов, хотя организаторы говорили о еще большей численности. В протестах участвуют профсоюзы, студенческие и молодежные организации, гражданские инициативы, левые партии, экологические движения, представители религиозных общин и широкий антифашистский альянс «Видерсетцен» — сопротивление. Их главные требования – не допустить усиления АДГ, остановить, как они заявляют, распространение ультраправых идей, сохранить так называемый санитарный кордон вокруг партии и не допустить ее прихода к власти. Конечно, мы хотим не допустить, чтобы фашистская АДГ спокойно проводила свое собрание в выставочном комплексе и, да, фактически вынашивала там свои планы. И мы хотим ясно дать понять, что просто не будем с этим мириться, что фашизм здесь, в Германии, набирает силу. АДГ – опасная фашистская партия. Они хотят массовых депортаций, этнических чисток и реализации фашистской повестки здесь, сегодня, в этих выставочных павильонах Эрфурта. Мы не должны этого допустить. Именно поэтому сегодня здесь вместе с нами десятки тысяч людей. Учителя, школьники, студенты, люди из самых разных слоев общества. Все они понимают, мы должны остановить фашистский снежный ком, пока он не превратился в лавину. И мы все ясно разделяем мнение, что правящие партии своей политикой социальных сокращений, курсом на перевооружение и расистской политикой в отношении убежища играют на руку АДГ. Участники акции протеста блокировали автомагистрали и подъезды к выставочному центру, перекрывали дороги, часть активистов приковывала себя к трамвайным путям. В отдельных местах произошли столкновения с полицией, применялась пиротехника, несколько журналистов получили травмы. Несмотря на это, полиции удалось обеспечить проведение съезда, и большинство делегатов прибыли к началу заседания. Автомагистраль действительно все еще закрыта. Мы не можем вновь открыть ее для движения, потому что люди сидят прямо на трассе. Мы разговариваем с ними. Естественно, теперь нам нужно объяснить им ситуацию. А затем постепенно придется немного более настойчиво указывать, что они должны покинуть автомагистраль. Но поскольку они уже понимают, что их цель — заблокировать партийную конференцию АДГ, больше не сработает. Мы предполагаем, что рано или поздно это приведет к тому, что они уйдут сами. АДГ демонстрирует уверенность перед осенними выборами. Руководство партии заявляет, что рассчитывает впервые самостоятельно сформировать земельное правительство в Саксонии-Анхальт.
Я хочу нейтральное государство. Я не хочу государства, которое занимается пропагандой, в том числе через это так называемое разноцветное гражданское общество, которое на самом деле таковым не является, потому что финансируется за счет налогов. Это внутреннее противоречие. Гражданское общество, существующее на деньги налогоплательщиков. Я хочу нейтральное государство, которое не занимается пропагандой. Ни левой, ни правой. Мы зрелые граждане. Нам не нужно, чтобы нам навязывали, как думать. Мы способны самостоятельно формировать свое мнение. И когда мы придем к власти, финансирование этого разноцветного гражданского общества из налогов будет прекращено. И это тоже задача нашей АДГ – вернуть нормальность, исцелить общество. В конечном счете, мы еще и большие психологи, если партия вообще способна выполнять такую роль. Это наша задача. Нам действительно придется уложить часть нации на кушетку и провести терапию. Речь идет о том, чтобы Германия снова примирилась сама с собой. Мы должны вновь обрести свою идентичность. Великая Германия — это страна, в которой я и все мы примирены друг с другом. Великая Германия — это страна, где нет политкорректности и цензуры, а свобода слова может осуществляться в полной мере. Кандидат партии Ульрих Зигмунд назвал целью результат 45%+, а сопредседатели Алис Вайдель и Тина Хрупалла были переизбраны во главе партии. На съезде также объявлено о подготовке новой программной платформы, которую планируют утвердить в следующем году. Немецкие СМИ отмечают, что для традиционных партий возможный успех АДГ станет серьезным испытанием политики отказа от сотрудничества с ультраправыми. Я говорю партиям-конкурентам, которые подогревают эту ненависть и травлю, и всем этим хулиганам за дверями. Вам нас не сломить. Напротив, мы будем становиться только сильнее и больше. На выборах в земельные парламенты Восточной Германии в сентябре мы добились рекордных результатов. Здесь, в Тюрингии, наша партия впервые вообще стала крупнейшей политической силой, получив 32,8% голосов. А сегодня в Тюрингии, вместе с Бьорном Хёке, мы уже имеем поддержку на уровне 42%. Черный, красный и золотой — это то, чем мы живем. Это наши цвета. Мы не позволим разрушить ни нашу страну, ни будущее наших детей. Чтобы и дальше оставаться партией, способной смотреть в будущее и определять политическую повестку в этой стране, наша основная партийная программа должна быть пересмотрена. Она неизбежно должна быть адаптирована к стремительным изменениям последних 10 лет. Уже сейчас Федеральная программная комиссия совместно с нашим программным подразделением разрабатывает новую основную программу. Наша цель — в следующем году принять полностью обновленную партийную программу. Военно-морские силы Великобритании провели испытание ударного беспилотника, запустив его с корабля в открытом море. Видео тестов опубликовало Министерство обороны страны. По данным Королевского флота, испытания стали очередным этапом в развитии так называемого гибридного флота, который должен сочетать традиционные боевые корабли с беспилотными и автономными системами. В британском военном ведомстве считают, что такие технологии позволят эффективнее реагировать на современные угрозы. Испытания проходят на фоне объявленного правительством курса на масштабную модернизацию вооруженных сил. Ранее премьер-министр Кир Стармер представил долгосрочный план перевооружения, предусматривающий дополнительные инвестиции в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов. Из этой суммы около 5 миллиардов планируется направить на развитие беспилотных технологий и автономных вооружений. В Лондоне заявляют, что модернизация армии и флота должна повысить готовность страны к возможным вызовам в сфере безопасности в ближайшие годы. Председатель КНР Си Цзиньпин присвоил звание генерала 2 высокопоставленным военным. Торжественная церемония прошла в Пекине. Высшее воинское звание получили Джан Шугуан, секретарь дисциплинарной комиссии Центрального военного совета и глава комиссии по надзору, а также Ван Ган, командующий военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая. Назначение происходит на фоне масштабной антикоррупционной кампании, которую Си Цзиньпин проводит уже несколько лет. В ходе этих чисток десятки высокопоставленных чиновников и генералов были отстранены от должностей, отправлены в отставку или стали фигурантами расследований. В результате кадровых перестановок состав высшего военного руководства Китая заметно изменился. По данным ряда аналитиков, из прежнего руководства Центрального военного совета ключевые позиции сохранили лишь сам Си Цзиньпин и заместитель председателя совета Джан Шенмин. Эксперты считают, что нынешние кадровые решения могут быть частью подготовки к очередному обновлению высшего военного руководства страны. Ожидается, что новый состав Центрального военного совета будет утвержден после съезда Коммунистической партии Китая, который предположительно состоится осенью 2027 года. Папа Римский Лев XIV совершил поездку на итальянский остров Лампедуза, главные морские ворота миграции из Северной Африки в Европу. Именно сюда с начала года прибыли около 7 тысяч нелегальных мигрантов, а тысячи других погибли при попытке пересечь Средиземное море. Первым пунктом визита стало кладбище Калла Пизано, где понтифик в молчании возложил венок к могилам мигрантов, многие из которых так и остались неопознанными. Затем он посетил мемориал «Врата Европы»
и памятную табличку папе Франциску, который сделал Лампедузу местом своего первого зарубежного визита в 2013 году. Во время церемонии у моря сильный порыв ветра сорвал с головы понтифика белый пелиолус, традиционный головной убор Папы Римского. Один из помощников сразу передал ему новый, после чего церемония продолжилась без паузы. Позже Лев XIV отслужил мессу, призвав международное сообщество не забывать о людях, бегущих от войн, преследований и бедности. Ватикан подчеркивает, что нынешняя поездка продолжает курс Папы Франциска, сделавшего защиту мигрантов одной из ключевых тем своего понтификата. Лев XIV – первый в истории Папа Римский из США. Однако в Ватикане уже подтвердили, что в этом году он не планирует посещать Соединенные Штаты. Его визит на Лампедузу рассматривается как один из первых крупных международных гуманитарных сигналов нового понтификата. Тейлор Свифт и звезда НФЛ Трэвис Келси официально стали мужем и женой. Свадебная церемония прошла в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден и завершила одну из самых обсуждаемых историй американского шоу-бизнеса последних лет. Торжество прошло при беспрецедентных мерах безопасности. Вокруг арены были перекрыты улицы, выставлены полицейские кордоны, а среди гостей заметили Дженнифер Лопес, Эда Ширана, Хью Гранта, Итана Хоука, Джейсона Судейкиса и других известных актеров, музыкантов и спортсменов. По словам участников вечера, молодожены много смеялись, танцевали и не скрывали эмоций. Представитель певицы подтвердил, что подружек невесты и друзей жениха на свадьбе не было. Брат Тейлор, Остин Свифт, стал человеком чести невесты. А брат Трэвиса, бывшая звезда НФЛ Джейсон Келси, выступил шафером. Церемонию провел актер Адам Сэндлер. Для свадьбы Тейлор Свифт выбрала платье Christian Dior Haute Couture, созданное Джонатаном Андерсоном, туфли Christian Louboutin и украшения Cartier. После окончания праздника поклонники, знаменитые Свифтис, еще долго оставались у арены, поздравляя молодоженов и исполняя песни певицы. Крупнейший действующий вулкан Европы, Этна, вновь демонстрирует высокую активность. В ночь на 2 июля над Сицилией небо окрасилось в красный цвет из-за нового извержения. Потоки раскаленной лавы продолжают стекать по склонам вулкана. Извержение сопровождается выбросами вулканического материала и повышенной сейсмической активностью. По данным итальянских властей, нынешняя фаза извержения началась 26 июня. Лава выходит из жерла, расположенного на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Департамент гражданской защиты Италии объявил желтый уровень предупреждения. Эта мера предусматривает усиленный мониторинг ситуации и направлена на снижение рисков, прежде всего для туристов и любителей пеших походов, которые могут находиться в высокогорных районах вокруг вулкана.